ребята! Сегодня у нас четверг. Завтра, если вы помните, я уже еду на встречу с атлетами. Там не будет соревнований никаких, просто я там куплю карту свою MPC, мне дадут номерок, измерят мой рост и поместят меня в категорию. Но сегодня такой день отдыха, я хочу все-таки сегодня порепетировать позирование окончательно, как-то решить, что мне уже конкретно делать, какие повороты там выполнять. Вчера как-то не было на это не то что времени, я была не в состоянии, в общем, даже это делать. Так что сейчас у меня завтрак. Как вы поняли, у меня здесь овсяночка, стакан овсянки со стевией, опять же, на воде и столовая ложка арахиса. Все как обычно. И здесь белки 3 яиц. Так что сейчас покушаю. Работы много, как всегда. Роликов много обрабатывать. Да и с девчонками по программам общаться. В общем, такой вот обычный день. Немного отрепетировала, вернее, я все-таки определилась примерно, что я там буду делать, какие повороты. Но самое главное, что судьи, все, кто в зале, никто не знает, какое там у вас позирование по схеме, куда вы там ногу, руку ставите, поворачиваетесь, как. Этого никто не знает, поэтому... Если какие-то моменты будут, что там что-то вот бывает, просто вылетает с головы, забудешь или замельтешишь, или что-то не то сделаешь, никто этого не знает, как правильно, никто не знает, как правильно ты отпозировала. Поэтому в таких моментах главное это сделать очень плавно, будто бы так и должно быть. Я уже как неделю не тренируюсь до выступлений, многие спрашивают, почему. Я, в принципе, объясняла. Дело в том, что когда вы тренируетесь, мышцы наливаются кровью, приходит кровь к мышцам, и это все может задерживать воду. Можно, конечно, тренироваться, это хорошо, но если вы выступаете, вот эти вот финальные дни, может быть, даже за неделю лучше убрать тренировки, потому что это может, опять же, накапливать воду. То же самое с питанием. Опасно что-то добавлять новое. Вот у меня выработался рацион, вот эта овсянка, эти все продукты, которые вы постоянно видите в течение этих 10 дней. Опасно было бы добавлять что-то новое или что-то убирать, потому что, опять же, мой организм как-то мог бы по-другому отреагировать, допустим, на те же помидоры. Тоже многие спрашивали, меня бы могло, допустим, залить от них или что-то. В общем, организм привык к тому, что я ем. Я отлично себя чувствую, сухость появляется, поэтому что-то левое добавлять мне сейчас вообще ни к чему. А так помидорчики я люблю. Я давно не взвешивалась, давайте посмотрим, сколько я вешу, потому что мне прям интересно. Я сняла обувь. О, неплохо. Потому что в прошлый раз было 133, по-моему. У нас уже обед, я сварила себе куриную грудку, кстати, варю я ее без соли, и потом уже, когда она готова, добавляю вот эти вот специи мои Mrs. Dash. Соль я давно уже не использую, но, конечно, со временем ее потом верну. И здесь у меня немного салата этого айсберга, немного там видно арахис. Также я сделала вот такую вот лепешку, помните, я вам показывала. В ней одно яйцо и зеленый перец. Также я добавила здесь немного соуса табаско. Я решила выйти немного прогуляться, заодно выгулить Эмму. Эмма, ты где? Делает свои дела. Так, а ну иди сюда. Сейчас утонет там вместе с утками.
Вы частенько спрашиваете про мою собаку, какая у нее порода и так далее. Эмма у нас уже, наверное, больше полугода, если я не ошибаюсь. Ну, ей около 6 месяцев, или уже 7-й пошел даже. Эмма у нас смесь породы корги и шиба-ину. Можете прогуглить эти породы. Я даже не знаю, какая там у нее часть больше, чем другая. Но вот такая у нас смесь. Она, я так думаю, не будет уже больше расти. То есть она вот такая вот среднего размера, не слишком маленькая, не слишком большая. И вот она у нас уже около 6 месяцев, и ни на секундочку мы не пожалели, что у нас появилась собака. Это была моя давнейшая мечта. Я всегда давно хотела себе друга, и это мое в первую очередь было желание иметь собаку. Но Дима тоже очень любит животных, как вы знаете, так что мы прям очень счастливы, что у нас есть собачка. Не скажу, что слишком сложно с ней. Она уже давно не гадит в доме. Может быть, месяца 3 уже. Я так понимаю, мы ее полностью приучили к улице. Она просится на улицу, чтобы сходить в туалет. Я бы даже сказала, что собака не глупая. То есть она там как-то случайно сама поняла, что нужно мячик приносить, если ты кидаешь ей мячик. Но вот у нас есть небольшая проблема с тем, что она что-то хватает на улице, какие-то кости подбирает, ест утиные какашки. Эмма, иди сюда! Иди сюда! Ну куда ты убежала? Ты куда убежала? Конечно, разговариваем мы с ней на русском языке, потому что многие спрашивали про команды. Команды — это не наша тема. Сложно мне иногда с ней бывает договориться, потому что характер у этой мадам есть, и она не слушает иногда. Бывает, просто убегает за какими-то утками, опять же, чтобы что-то съесть от этих уток. Ну, в общем, веселимся. Мы только что приехали с магазина, и я купила себе вкусняшки, которые я буду там есть прям перед сценой на один день. Я взяла вот такие вот маленькие твиксули, от Твикс, что ли, я не знаю. Это одни из любимых моих шоколадок. И вторая моя любимая шоколадка — это KitKat. Это мне будет на второй день. Не знаю, что будет первый день, второй, неважно, в общем. Так что я буду смотреть на них. Я не знаю, как я выдерживаю, конечно, это все дело, но буду смотреть на них и буду ждать, когда я с ними встречусь. А я с ними встречусь сейчас. Нет, они мои. Сейчас у меня будет такой небольшой перекус-ужин, да и вообще как-то есть на самом деле не очень-то и хочется. Как-то я привыкла уже к таким порциям, таким калорийностям рациона. И у меня здесь одно целое яйцо и белок 2 яиц, салат и еще половинка зеленого перца. Вот так вот все очень простенько, так чтобы похрустеть и вообще просто не появиться чувство голода. Где-то через 2 часика, наверное, уже пойду спать. У меня тут возникла такая идея. Я вам в каждом видео показываю, что я кушаю, как я тренируюсь и так далее, но мне интересно узнать что-то о вас и, возможно, вам помочь. И давайте каждый из вас, кто смотрит это видео, напишет в комментариях, какая ваша цель. Вы худеете, набираете мышечную массу или удерживаете ваш вес или что-то другое. Как часто вы тренируетесь в тренажерном зале или в домашних условиях. И также опишите примерный свой рацион. Допустим, завтрак, перекус, обед, ужин и так далее. Примерно, допустим, один ваш пример из жизни. Я думаю, что такие комментарии почитать будет интересно не только мне, но и всем подписчикам. Возможно, кто-то что-то для себя возьмет интересное. Так что обязательно оставляйте свой комментарий. Ну и мы с вами встретимся завтра. Мне кажется, почему-то я сбилась со счету. Я как-то неправильно считаю эти дни все. Там до, сколько этих дней до, я не знаю. Мне они все тянутся как года уже. Я не знаю, когда это закончится. Кошмар. В общем, встретимся, короче говоря, с вами завтра. Завтра пятница. Если вы не помните, я завтра еду на регистрацию в 6 часов вечера. Так что будет завтра интересно. Все постараюсь снять и показать вам. Ну и всем удачи, спокойной ночи, доброе утро, что у вас там. И встретимся в следующем видео. Пока!